Всем привет, меня зовут Максим Холдер, тренер Академии покера по МТТ, и в сегодняшнем видео я вам расскажу о том, как побить микролимиты. Многие советы, возможно, вам покажутся советами капитана очевидности, но даже эти моменты большинство из учеников не выполняет, то есть играют не так, как это казалось бы совсем очевидно, и из-за этого получается много проблем. Так, поехали. Первый совет – это не нужно ничего исполнять. То есть мы играем максимально прямолинейно, максимально аккуратно, так как на микролимитах никто особо эту игру не оценит. То есть вы, возможно, увидели где-то на серии хайроллеров, тритон серии, еще какие-то действия от профессионалов, когда они там лимпили, 3-бетили, 4-бетили, блефовали на весь стек. То есть это все работает против тех людей, с которыми вот эти профессионалы и играют. То есть они знают, как они играют, соответственно, это против них работает. На микролимитах огромное количество людей, и такие действия просто ни к чему не приведут. То есть вы просто будете терять фишки, когда-то это будет работать, да, будет красиво, но мы играем в покер не для того, чтобы было красиво, а для того, чтобы зарабатывать деньги. Поэтому не нужно ничего исполнять, играем максимально прямолинейно и аккуратно. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это не нужно жалеть оппонентов. То есть очень часто, когда я разбираю базы игроков, видно, что хорошая рука у нашего героя, а он ставит полбанка, либо даже меньше, хотя в этой ситуации можно добрать больше, можно ставить 2/3, 3/4 ставку в банк и нам будут проплачивать. То есть это тоже почему-то у многих есть такой вот нюанс в игре, то есть многие боятся поставить много, чтобы оппонент не выбросил. Если оппонента есть чем платить, скорее всего, он будет готов на микролимитах вам платить больше. Если платить не с чем, он и так выбросит, поэтому не бойтесь ставить ставки крупнее. Третий момент, на который нужно обратить внимание, это не уверен, не калируй. То есть на микролимитах очень мало людей будут блефовать. Соответственно, если мы получили одну ставку, вторую, третью, то лучше выбросить. А лучше даже на вторую ставку выбрасывать, если у нас рука слабее, чем топ-пара. Четвертый совет, которого нужно придерживаться, это использовать блеф на префлопе. То есть это такие вещи, как 3-беты в блеф. В начале турнира это мы не делаем, но начиная со средней и с поздней стадии, это уже можно в игру внедрять, делать такие действия с поздних позиций, потому что, опять же, на микролимитах многие люди переоценивают силу руки, будут часто заходить и на 3-беты будут отваливаться, потому что калировать очень дорого. То есть это тоже нужно в игру внедрять, опять же, многие это не делают. Следующий момент – это блеф на постфлопе. Очень часто я вижу такую картину, как ученик ставит ставку на флопе и дальше все затихает. Если вы собираетесь блефовать, то как минимум нужно поставить 2 улицы подряд. Это может быть флоп-терн, либо терн и ривер. Размеры ставок тут, конечно, зависят от оппонентов, но если вы хотите блефовать, то хотя бы ставьте 2 улицы. То есть размер ставки уже, скажем так, вторичен, то есть мы это более подробно можем разобрать на занятиях по курсу про МТТ 3.0, но если блефуете, ставьте хотя бы 2 улицы подряд. Следующий момент, он, скажем так, мой самый любимый. Когда приходит сильная рука, тузы, короли, многие ученики пытаются с этой рукой заманить в раздачу половину стола. То есть объясняя это тем, что у меня же сильная рука, я сейчас много заработаю. Это неправильно, то есть не нужно пытаться слоуплеить, не нужно пытаться заманивать сильными руками людей в банк. Цель – остаться с кем-то 1 на 1 и уже на постфлопе у него забрать либо все фишки, либо какую-то существенную часть его стека. Следующее, на что можно обратить внимание, это используйте ставки, которые непонятны оппонентам. То есть, к примеру, у вас очень сильная рука, вы ставите не стандартные ваши полбанка, либо 1/3 банка, либо 2/3 банка. Можете поставить ставку больше банка. То есть посмотрите, как на это отреагируют оппоненты. Либо наоборот, можно ставить очень маленькую ставку, провоцируя кого-то вас порейзить. Тоже, чем, скажем так, непонятнее ставка для оппонента, тем больше вариантов ответа на эту ставку у него в голове может родиться. Поэтому к такому моменту тоже прибегать. То есть к универсальным ставкам большинство соперников наших будут готовы. Если ставка непонятного размера, то это заставит человека задуматься и, возможно, он ошибется. Следующий момент, на который нужно обратить внимание, это избегать сложных ситуаций. К примеру, допустим, у нас туз-дама, мы открылись рейзом, получили 3-бет от непонятного оппонента. Он мог сидеть до этого 2 круга, 3 круга, ничего не делать, тут он нас 3-бетит. Если мы не уверены, хотим мы с ним играть или нет, не знаем, как будем действовать на флопе, лучше просто выбросить и забыть про эту раздачу, чтобы не ввязываться в сложную раздачу и не терять фишки на ровном месте. Еще один, скажем так, один из любимых моментов, это когда ученики начинают за столом кому-то доказывать, что их покер лучше, их покер сильнее, и пытаются забирать фишки у регуляров, как-то их обыгрывать, блефовать, калировать по 3-5 паре, чтобы показать, что вот я твой блеф скрыл и отдавай мне свои фишки. Это не нужно делать, потому что мы, когда играем в покер, мы забираем фишки у тех игроков, у которых это проще сделать. То есть обычно это фиши, либо слабые игроки.
Поэтому не нужно кому-то доказывать, что ваш покер сильнее. Вот когда останетесь на финальном столе, тогда будете что-то исполнять и пытаться оппонентов всех переиграть, потому что это нужно будет сделать. А в начале турнира, в средней стадии, даже в поздней стадии мы зарабатываем фишки на более слабых игроках, ничего не придумывая, придерживаясь максимально простой и понятной модели игры. Так, ну и последние, но самые, наверное, важные моменты — это игра по банкроллу и работа над игрой. Для того, чтобы побить микролимит, нужно обязательно придерживаться банкролл-менеджмента, потому что очень многие думают, что вот я там позанимался, прошел теорию, сейчас я сыграю 1-2 турнира, выиграю их и пойду дальше. На самом деле покер довольно дисперсионная игра, соответственно, вам нужно будет сыграть не там 1, 2, 10 турниров, а турниров хотя бы 300-500, чтобы понять, что вы бьете эти лимиты и идти дальше, то есть заработать какой-то банкролл и идти выше. Поэтому банкролл-менеджмент очень важен, и нужно играть турниры, исходя из банкролл-менеджмента хотя бы 150 боинов на лимит. И последнее — это работа над игрой между сессиями. То есть очень многие ученики это почему-то совсем опускают, никто над игрой не работает, хотя даже банально просто посмотреть чарты, выучить чарты пуш-фолда, зайти в фолды-менеджер, посмотреть какие-то самые большие проигранные банки, это уже даст вам определенный толчок к развитию, и вы будете в таких похожих ситуациях меньше ошибаться. Поэтому нужно обязательно работать над игрой, хотя бы там 1 час в день этому уделять. Для того, чтобы некоторые моменты были более понятны, давайте переместимся за компьютер, и я на примере конкретных раздач покажу, как это работает. Давайте теперь подробно на примерах из Hold'em Manager разберемся с некоторыми моментами из того, что я рассказывал. Понятно, что гораздо более подробно все это разбирается на курсе про MTT 3.0, поэтому, если вы еще не записаны, записывайтесь, и будем там разбираться с этим более плотно. Сейчас же просто какие-то моменты я вам покажу. Давайте начнем с первой раздачи. У нас здесь дама 7, человек залимпил, мы просто чекнули, то есть, по сути, лишних фишек в раздачу не вложили, и здесь, да, появилась возможность блефовать, но уже стадия довольно поздняя, и то есть этот блеф, он, в принципе, мог бы быть нормальным, если бы мы здесь были агрессоры. То есть мы здесь, в принципе, можем по риверу выбивать всякие недоехавшие флеш-дро, недоехавшие стрит-дро, которые, возможно, тоже будут старше нас. Ну, стрит-дро не так часто здесь будет старше нас, потому что это 9 валет мы и так бьем. Но флеш-дро мы здесь многие можем выбить с тузом, с королем, который мы проигрываем. Но так как мы здесь фишек в банк не вложили, опять же, блеф этот бессмысленный, потому что мы понятия не имеем про ничего о диапазоне оппонента. Поэтому мы здесь играем не с позиции силы, поэтому блефовать здесь нет смысла. То есть чекнули, в доску не попали, ну, значит, все, сдаемся. То есть либо играем как-то раздачу по-другому с самого начала. Человек рейзит, мы фолдим. То есть, хотя, опять же, что он здесь может рейзить? То есть флеш-дро, стрит-дро рейзить здесь не будет, поэтому очень, скажем так, непонятная раздача, и лучше в такие раздачи не ввязываться. Следующий момент у нас дама 5 на большом блайнде, опять же лимпованный банк, куча народа. Мы здесь попадаем сразу в флеш-дро, практически на отцева, только королю и тузу проигрываем. Нам терном ничего не закрылось, и мы начинаем ставить в троих оппонентов. Опять же, будут нас здесь калировать по флеш-дро точно так же, то есть всякие восьмерки, девятки, это все здесь будет калировать нас, валет нас будет калировать какой-то слабый. Человек мог чекать с какой-то парой и просто играть под контроль до ривера. Получаем кол, ходит пятерка, у нас появляется шоу-даун, то есть мы уже обыгрываем здесь всякие руки старше, чем наша, то есть туз-король, туз-дама, туз-10, то есть если они там были, мы их обыгрываем, то есть человек, в принципе, мог их в лимп увести. Вот. И, в принципе, мы здесь можем чекать и смотреть ривер, ну, смотреть шоу-даун. Мы здесь почему-то начинаем блефовать, пытаясь выбить непонятно что, получаем all-in и, казалось бы, можно выбросить, но начинаем что-то исполнять, то есть начинаем придумывать оппоненту какие-то непонятные блефы, типа там недоехавший флеш, тузы хай, которые так могли сыграть. Ну и по факту получаем, что у оппонента был валет, которого мы проиграли. Следующий момент по поводу заманивания сильной рукой. У нас короли, идет рейс ранней позиции, мы играем просто кол. Просто кол, и тем самым в банк зашло еще 4 человека, то есть и здесь у них может быть абсолютно все что угодно. То есть может быть 5-9, может быть 9 валет, может быть валет 5, с этой пятерок, с этой девяток, все это здесь есть, и тут уже играть на весь стек не самая правильная идея. Опять же, идет большая ставка, кол этой большой ставки, то есть тут у этого игрока может быть вообще все что угодно, он на малом блайнде подкалывал уже после троих оппонентов, тут диапазон очень широкий. И герой просто берет, ставит all-in, опять же, непонятно зачем, и получает кол. То есть понятно, что в этой раздаче повезло этому игроку, то есть ему доехала семерка, но
очень часто здесь будет не только валет 7, а всякие там валет 5, валет 9, а этим рукам мы уже по флопу проигрываем. Поэтому не нужно с сильными руками слоуплей, то есть нужно оставаться в раздаче 1 на 1. На следующий момент у нас дама 9, мы играем рейс, большой блайнд киллер. То есть диапазон кола большого блайнда, особенно против баттона, он довольно большой. То есть там есть очень много рук, в частности, которые в эту доску могли попасть. Шестерки, восьмерки, всякие такие карты. Но у нас здесь есть гадшот. То есть по гадшоту мы можем блефовать. То есть это будет не полный блеф, это будет полублеф. То есть полублеф можно играть. Здесь мы ставим одну ставку, получаем кол, выходит десятка. Десятка, по сути, больше нам подходит, потому что у нас в диапазоне десяток много сильных. И мы ставим еще одну ставку, то есть пытаясь увидеть всякие шестерки, восьмерки, возможно, какие-то стрит-дро, либо гадшоты. Даже такую же самую руку, как и у нас, дама 9. Вот, и соперник выбрасывает. То есть это к тому, что если мы решили блефовать, то блефуем две улицы. Причем не просто здесь у нас был полнейший блеф, то есть у нас был блеф с возможностью усиления до наца. И последняя ситуация, у нас здесь туз-3, то, чем многие почему-то брезгуют, то есть это 3 беты в блеф на префлопе. То есть, по сути, с этой рукой многие из вас будут играть кол. Это не совсем правильно, потому что по выходу туза мы будем очень много фишек проигрывать. Плюс, опять же, будет сложная раздача, а сложных раздач нам нужно избегать, потому что выйдет туз, оппонент будет ставить, мы будем калировать, и непонятно, блефует он, либо нет. С такой рукой можно сыграть 3 бет на префлопе и уже на флопе играть с позиции силы. Опять же, можно собрать неплохую комбинацию, флеш какой-нибудь, стрит можно доехать, поэтому можно выиграть еще больше фишек. Ну и плюс у нас есть блокер туз, комбинации сильных тузом оппонента меньше, соответственно, он часто будет здесь выбрасывать. Поэтому в таких ситуациях лучше играть через 3-бет и не калировать, и не замазываться, скажем так, в сложную раздачу. Так, это были все раздачи на сегодня. Еще раз повторюсь, что более подробно все эти моменты мы разбираем на курсе про МТТ, на групповых, на индивидуальном занятии, поэтому там вы, естественно, получите больше информации. Вот так, двигаемся дальше. Какие выводы можно из всего этого сделать? То есть, если вы будете придерживаться хотя бы половины из этих правил, которые я вам сказал, то ваши шансы занять первое место в турнире значительно увеличатся. Если вы хотите получить еще больше полезной информации, то записывайтесь на курс про МТТ 3.0. В этот курс входит 13 видеоуроков, 4 групповых занятия, одно индивидуальное занятие со мной, на котором вы сможете задать любые интересующие вас вопросы. Самое главное, курс стоимостью 9900 рублей оплатит наш спонсор. Надеюсь, данное видео было для вас полезно. С вами был Максим Холдер. Всем удачи за столами и всем пока!